Всем привет, с вами Виктория Ню. Меня попросили показать разницу между акварельными каплями и акварельными гель-лаками. В последнее время я очень часто в стемпинге при раскрашивании использую именно акварельные гель-лаки. Многих этот продукт заинтересовал, но им хотелось бы вот именно наглядно посмотреть в работе разницу. Между акварельными гель-лаками и акварельными каплями, акварельные капли сохнут на воздухе, акварельные гель-лаки нужно полимеризовать в специальных маникюрных лампах. Причем мощность лампы не обязательно должна быть какой-то сильной, то есть достаточно будет даже вот какого-то такого вот UV-фонарика. Но также я решила в это видео включить акварельные краски. И посмотрим с вами, не то чтобы какие-то там плюсы либо минусы, просто попробую раскрыть именно тему в разнице работы и чем эти материалы друг от друга отличаются. Единственное, что могу сказать, это то, что эти материалы, они все, так или иначе, да, позиционируются как акварельные, то есть это акварельные краски, это акварельные капли, это акварельные гель-лаки. Как вы понимаете, общее у них то, что в названии, да, там именно акварельные. У меня от разных фирм все эти материалы. Это Невская палитра, да, акварельные краски, акварельные капли у меня от компании Dance Legend и акварельные гель-лаки от компании Beauty Lux. Это серия SR у них. При работе со всеми этими материалами мне больше нравится использовать круглые кисточки. Ворс может быть подлиннее, покороче. Тут для меня особой разницы нет. Главное, чтобы кисть была круглой и ворса было хорошо так набиты. То есть не какие-то вот такие вот нелинейные кисточки. Да, вот это вот тоже круглые кисточки, но они больше для тонких линий. То есть берите просто любую круглую кисть с длинным ворсом, с коротким ворсом. Думаю, в любом случае подойдет. Там небольшая разница в работе. У меня пока что фаворит это вот эта вот кисточка. Вот, у нее тонкий такой кончик, хорошо набита кисть и удобно ею работать. Короткие кисточки также вот с коротким ворсом подходят. Просто иногда, вот если, например, большую площадь нужно раскрасить, либо, например, растянуть цвет, удобнее, конечно, использовать кисточки с длинным ворсом. Но тут уже, знаете, это вот как вы привыкли, чем вам удобнее работать, вот там сами смотрите. То есть для меня, собственно, в принципе, я смогу сработать и с такой кисточкой при необходимости. Но рука больше тянется именно с длинным ворсом, кисточкам с длинным ворсом. Для работы с акварельными красками понадобится вода. У меня она вот в такой вот небольшой емкости с помпой. Вот так вот я просто немного выдавливаю воду. Это для того, чтобы очищать кисть, смывать цвет и, к примеру, набирать следующий. Также вода нужна для того, чтобы краски, они изначально сухие, поэтому вот таким образом я просто вспрыскиваю их, увлажняю обильненько. Вот так вот. И, в принципе, теперь можно работать. Для работы с акварельными каплями, так как у них спиртовая основа, соответственно, для размытия понадобится спирт, либо можно использовать обезжириватель. У меня обезжириватель также вот в помпе.
Точно так же немножко выдавливаю, опять-таки для того, чтобы очищать кисть, ну, чтобы кисть была, в общем, влажной. Акварельными каплями можно, конечно же, работать и без вот этих вот вспомогательных жидкостей, но это в том случае, если вам не нужен дизайн как-то вот там с размытием, да, каким-то. Для акварельных гель-лаков лучше использовать просто обезжириватель. Спирт, он очень быстро выветривается, и для того, чтобы продлить, ну, как более, ну, намного лучше растянуть, скажем, вот материал, то есть продлить вот этот вот эффект растягивания цвета, лучше вот использовать обезжириватель. Итак, акварельные краски. Они у нас, собственно, на водной основе. Акварельные капли, они у нас на спиртовой основе. Акварельные гель-лаки, они у нас на гелевой основе. Несмотря на это, все эти материалы хорошо смотрятся именно на белых подложках. То есть в качестве фона лучше использовать белый, ну, либо какой-то пастельный, возможно, цвет. Если, например, мы используем в стемпинге эти материалы, то сам рисунок мы отпечатываем белым лаком для стемпинга и затем уже раскрашиваем, ну, любым из этих материалов. В любом случае, каждый из этих, да, то есть представленных вам материалов лучше всего использовать именно на белом фоне. Я подготовила типсы. Тут у меня матовое покрытие, тут глянцевое покрытие. В качестве палитры буду использовать силиконовые коврики. На них очень удобно именно размывать цвета, ну, то есть добиваться именно той пигментации, которая вам нужна. Также, кстати, нам понадобится салфетка для того, чтобы с кисточки удалять, ну, обильную влагу, так как кисть мы окунаем в воду, соответственно, ну, иногда бывает так, что нам, например, не нужна настолько влажная кисть, поэтому вот прикладываю такую салфетку, ну, то есть просто она у меня под рукой будет. Рисовать я не умею, поэтому на типсе у меня матовый топ и отпечатала стемпинг рисунок. И вот мы будем раскрашивать. Просто акварельными красками комфортнее, удобнее, проще работать именно на матовом топе. Акварельные краски, стемпинг, рисунок, который был сделан простым лаком для стемпинга, не смазывает, поэтому, ну, спокойно рисуем, да, раскрашиваем, вернее. А у меня нет бежевого в палитре, поэтому немного замешиваю себе такой вот бежевый цвет. Сейчас тут много жидкости. Вот так вот о салфетку убираю эту жидкость, потому что она абсолютно не нужна. Одеваю очки. И вот так вот раскрашиваю, стараясь не выходить за пределы рисунка. Если где-то вот все-таки, ну, выплывают капельки, собираем кисточкой и опять-таки удаляем влагу на салфетку. Акварельные краски легко распределяются, они впитываются в пористую матовую поверхность. Объема такой дизайн не придаст,
потому что это все у нас, как вы видите, тонким слоем. Если нужно где-то сделать светлее, темнее, то просто на кисточку набираем немножко влаги и вот так вот размываем. Вот видите? Вот лицо хочу тоже сделать немного светлее. В таких вот местах. Это для того, чтобы рисунок не казался таким вот прям плоским. Тут много убрала. Вот. И ждем, пока это все дело немного подсохнет. Пока тут подсыхает, я раскрашу цветочек. Просто чтобы нам, знаете, цвета там не смешивались между собой. Так. Красненьким будет цветочек. Много краски набрала на кисточке. Вот так вот поставила основной цвет. И немножко растягиваю. Насыщенность цвета регулируется путем набора на кисточку. То есть, чем больше краски вы набрали на кисть, тем, соответственно, ярче будет цвет. Если нужно убрать, то вот немножко вот так вот размыли. Соответственно, размывать мы можем растягивать цвет, можем размывать при помощи воды. Ну, то есть тут вы уже сами смотрите, как вам удобнее и как вам легче работать. Вот так вот. Если вдруг вы вышли как-то за контур, то лучше не ждать, пока это все дело высохнет, а просто вот так вот водичкой тут же прямо и убрали. Так. Такой вот цветочек. Думаю, тельце у нас уже подсохло. Вбиваю пигмент в кисточку и влагу убираю. И теперь раскрашиваю нужный мне участок. Все. Так, теперь мне нужно зеленый. Также вбиваю пигмент хорошенько, цвет в кисть. И удаляю лишнюю влагу. И раскрашиваю. Ну, давайте вот эту вот его юбочку, наверное, тоже зеленым раскрасим. Так. Немножко тут добавлю. Совсем белесые участки получились.
Вот. И осталось раскрасить крылышки. Крылышки его. Таким вот цветом. Основной цвет. И растягиваю. Вот. В принципе, комфортно работать. Нужно подождать, пока это все дело подсохнет хорошенько. Дело в том, что при работе с акварельными красками мы работаем с водой, постоянно смачиваем кисть, добавляем в краску. То есть, по большому счету, мы не работаем полностью, да, вот именно пигментом, который есть в красках. Мы все равно разбавляем, ну, с водой эти краски. Соответственно, если, например, не подождать и просто перекрыть топом, то так как это органика, вполне возможно, что топ сколется. Ну, в общем, вот такие вот моменты есть, да, при работе с акварельками. Поэтому имейте их в виду. Нужно обязательно подождать, пока этот дизайн хорошо высохнет. Фон, конечно же, можно сделать также акварельными красками. Тут вы уже сами смотрите, какой вам нужен фон. Но в любом случае, как бы вы ни старались, ну, какого-то такого укрывистого фона у вас не получится. Ну, то есть это все равно а-ля какие-то такие вот разводы, пятна, ну, то есть там какие-то, может быть, капельки. Ну, вы видите, что, в принципе, вот цвет очень хорошо растягивается. Такой вот насыщенный. Причем это действительно еще и разбавленный цвет получается. Вот лишнее просто убираю, вот так вот собираю кисточкой. Можно растянуть прям до светло-голубого, или, ну, или где-то сделать более насыщенный, где-то убирать на нет. Но говорю, тем не менее, имейте в виду, что вот прям такого однородного, однотонного слоя, ну, не получится. Ну, это сложно, и потом я не вижу просто в этом смысл. Если вам нужен прям какой-то такой плотный однотонный фон, то лучше возьмите, наверное, гель-лак, да, того цвета, который вам нужен. А здесь, ну, вот такие вот какие-то разводы, какие-то пятнышки. Ну, не скажу, что это вот прям какой-то такой, как эффект мрамора, но тем не менее. Он еще там подсыхает как-то. Вы еще друг на друга накладываете эти цвета. И вот такой вот вариант получается. Ну, типа где-то он там летит в облаках. Перекрывать такой дизайн нужно обязательно сначала слоем базы. Это у нас органика, поэтому мы сначала перекрываем слоем базы, потом уже тем топом, который вы, собственно, хотите перекрыть дизайн. Мало того, перед тем, как его перекрывать, обязательно нужно подождать. Знаете, вот некоторые говорят, вот там, когда оно становится матовым, значит, все там подсохло, высохло, ничего подобного. Ждать придется минут 15, ну, 10-15 минут, это как минимум. Так как мы использовали воду, вода, да, она испаряется, но все-таки, знаете, не так быстро, не так вот, как у нас там дегидратор, там раз там
5 секунд и подсох. Можно было бы пройтись дегидратором для того, чтобы лишняя влага быстрее ушла. Но так как мы тут стемпинг рисунок отпечатывали черным лаком для стемпинга, поэтому дегидратор он смажет у нас стемпинг рисунок. Ну, тем не менее, имейте в виду, что, конечно, лучше дать, вот, чтобы хорошо все это дело просохло. И именно этот момент меня немножко не устраивал при работе с акварельными красками. То есть вот нужно подождать, пока это хорошо высохнет. А если это плохо, ну, то есть если поверхность все-таки вот хоть где-то там маленький какой-то кусочек останется влажным, то все, там, что бы вы там ни сделали, в общем, держаться это хорошо не будет. К тому же, и повторюсь, имейте в виду, что сам по себе этот материал это все-таки органика. Я не говорю сейчас про пигмент. Пигменты они везде, да, органика, но тем не менее, говорю, пигмент. Самое главное, в общем, чтобы у нас на поверхности остался только пигмент, а вот вся вода, она испарилась. Но поверьте, на это нужно не минуту, знаете, и не 2, вот минут 10, говорю, 15. Поэтому убираю пока этот типс и пораскрашиваем дальше. Кстати, кисточку промываю просто вот в воде. Вот такой коврик также сначала водой протираю. Если вот пигмент как-то очень сильно въелся, то можно взять салфетку, ацетоносодержащую жидкость и вот таким образом очистить коврик. Все. Палитра чистенькая, как новенькая. Дальше мы с вами будем работать акварельными каплями. В качестве палитры я буду использовать вот такую вот бумажную полипалитру, потому что на силиконовый коврик этот пигмент очень сильно въедается, и потом его никак не удалить. Как-то был у меня прямой эфир, и там разлилось это я спирт в емкость. Но так как капли у нас на спиртовой основе, то и работать мы будем спиртом. Очищаю кисть. Вот, у меня как-то в прямом эфире вот флакончик разлился, и потом просто даже с силиконового коврика, в общем, мне не удалось полностью удалить этот пигмент. Хорошенько смачиваю кисть. Так, тут, значит, капли эти очень быстро подсыхают на воздухе. У меня именно Dance Legend, и тут, знаете, такая вот такие вот кисточки. Для набора на палитру очень неудобно это, конечно, но при этом имейте в виду, что эти капли нужно всегда держать в закрытом виде, иначе просто-напросто они испарятся. Да, в прямом смысле просто испарятся, поэтому нужно держать в закрытом виде. И вот все бы ничего, но вот если бы на палитру было бы еще проще, да, выставлять. Ну, ладно. Конечно, они предназначены вообще не для этого, но тем не менее. Тут я смешала красный и зеленый для того, чтобы получить коричневый. Угу. Много там получилось зеленого, конечно же. Сейчас мы немножко добавим красного. Видите, вот кисточка очень хорошо набирает материал. Прям она его прям, не знаю, съедает. Салфеточку. Ну, темноватый получился цвет. Вот так вот. Ну ничего, будет у нас такой загорелый пацан. На кисточке опять-таки убрала влагу лишнюю. И вот тут чуть-чуть совсем материала.
и растягиваю цвет. Акварельные капли еще быстрее подсыхают. Они же на спирту, спирт быстрее испаряется, нежели вода. Поэтому работать нужно, ну, не то что быстро, конечно, но тем не менее. Вот именно так вот, чтобы растянуть цвет, там вот такое, ну, не получится. Потому что эти капли, они очень быстро подсыхают. Но для того, чтобы быстренько раскрасить, знаете, ничего сложного нет. Вот так вот раскрасили. В принципе, я тут особо не торопилась. И все успевается. Если нужно где-то затемнить, набрали цвета опять этого же. Но тут я говорю, тут быстро сохнет, поэтому, знаете, не нужно ждать, как с акварельными красками. Тут очень быстро все подсыхает. Опять я задела камеру. Так, очень много. На кисточке воды было. Контролировать цвет тут очень сложно. Почему? Потому что вы вот, к примеру, нанесли как цвет. Если вдруг вот получилось так, что вот видите, вот каплю такая раз и попала. Ну все, убрать ее очень тяжело. Потому что цвет прям, как я говорила, прям въедается. Поэтому работать лучше очень аккуратно. Вот я пытаюсь его, конечно, размыть. Но это уже не то пальто. Ну да ладно, такой вот загорелый парень у нас. Так, не получится у нас. Немножко еще тогда сюда потемнее добавить. А так придется вот еще замешивать цвет. Ну вот так вот оставим. Теперь буду раскрашивать прям вот этой кисточкой. Она не совсем удобная. Она, можно даже сказать, совсем неудобная. С нее еще капля вот так вот стекает, поэтому лучше убрать лишний материал. Да, она длинная, она тонкая, но контролировать, ну, вот какую-то такую вот мелочь, да, при раскрашивании, ну, не совсем удобно. Мне было бы проще использовать, ну, какую-нибудь стороннюю кисточку. Мало того, вот пока я работаю кисточкой, у нас флакончик открытый, да, получается, что тоже не есть хорошо. Ну и выставлять вот так вот на палитру тоже не совсем хочется. Так, добавим зеленого. Как использовала, так вот сразу закрываю. Убрала тоже лишнее, чтобы, знаете, капелька не стекала. Если бы была, ну вот, кисть потолще, это тоже не говорит о том, что было бы удобнее работать. Нет. Ну, то есть, да, было бы удобнее выставлять на палитру, но не работать. Я вам покажу. Вот давайте зеленый. Вот поставим на палитру. Вот она капля. Давайте побольше. Вот поставим. Вот, пускай она постоит. Она сейчас высохнет. И, к примеру, даже если мы захотим потом это все дело как-то размыть, знаете, тоже, ну, так вот, ничего особо хорошего не получится. А что-то я
Вот, можно работать с палитры. Ну вот видите, вот все. Кисточка забрала весь цвет. Жидкость, ну, так как они жидкие сами по себе капли, я удаляю с кисточки. Сейчас я поставлю еще одну. Тут вот, я не знаю, у него какие-то то ли трусики, то ли что это у него. Вот, закрашу. Одежка, в общем. Вот, поставлю на палитру. Просто хочу показать, как он высыхает на палитре. И как потом им, если вдруг что, работать. Так, ну и крылышки. Давайте сделаем ему голубые. Дай. Вот задеваю камеру лбом. Вот так вот. Раскрашиваю. И теперь немножко подтяну цвет. Но вот не могу я, вот все-таки не могу я этой тонкой кистью. Лучше вот так вот все-таки. Ну, мне, то ли я привыкла просто уже, да, вот к такой толстой кисточке, то ли что, но вот мне удобней именно ею. Ну вот, собственно, тоже все раскрасили. Закрываю все это дело обязательно, а то эти флакончики у меня любят. И по поводу фона. Да, фон. Ну, давайте вот этот, наверное, фон сделаем. Фон вы также можете сделать тут либо капельками расставить. Ну, вот, в принципе, да, как мы работаем каплями. Ну, вот покажу, как он распределяется. В принципе, вы все умеете это делать, поэтому что показывать-то акварельными каплями, как... Вот, видите, какую каплю. Все, кисточка впитала. Вот так вот. Ну, тут тоже долго ждать не надо. Вот, уже тут подсохло. Ну и вот сюда вот немножко растяну цвет. Тут также однородный какой-то такой вот прям фон не получится. Укрывистый. Ну вот. Еще один мальчуган. Ну, как вы сами видели, тут уже контролировать вот именно по цвету, по насыщенности сложнее. Пигменты, ну, вот эти акварельные капли очень быстро подсыхают, поэтому тут вообще нужно прям быстро-быстро работать. По поводу вот на палитре капелька. Вот она подсохла. Может быть, она там как-то это, вот она высохла, да? Ну, вот почти. Можно вот так вот ее на палитре размывать. Вот, видите? Вот таким образом работать. Но тогда вот на кисточке много, очень много жидкости. То есть вот таким образом убираем и уже потом раскрашиваем.
но тем не менее. Ну и акварельные гель-лаки. Ими можно работать как по матовому топу, так и по глянцевому. Тут абсолютно нет никакой разницы. У меня есть видео на самом деле уже, да, где я показывала, как и чем раскрашиваю. И там вот как раз-таки видео я раскрашивала, по-моему, ими. А может быть, там я раскрашивала пигментированными. Мне нужен коричневый и мне нужен бежевый цвет. Я добавлю немножко желтого. Так, тут, кстати, для того, чтобы, ну вот как-то очищать кисть после каждого цвета, я буду использовать обезжириватель. Можно, в принципе, и ацетоносодержащую жидкость использовать. Вы знаете, вот оно как водичка. Вот прям вот как вода. Жидкий. Тем не менее, вот если на кисточке его немного, он, знаете, особо и никуда не убегает, не затекает, то есть вообще абсолютно ничего такого нет. Между собой, как вы видите, тоже отлично замешивается, смешивается. Это все-таки гелевый материал, поэтому тут никаких сложностей возникнуть, ну, в принципе, не должно. Просто имейте в виду, ну, должны понимать, какой цвет вы хотите получить. Те цвета и берите. У меня не вся коллекция в палитре, поэтому так еще немножко желтенького добавлю. У них есть и белый, и черный. Вот белый мне нужно будет прикупить, потому что белый цвет очень нужен в замесах. Вот, например, бежевый цвет. Видите, я как пытаюсь. На кисточке, опять-таки, не должно быть много материала. Так вот, салфетка у меня тут помещается. Много материала. И мало того, кисть должна быть сухая. Материал жидкий. Мы поэтому салфетку убрали лишнюю жидкость. И раскрашиваем. Основной цвет вот сюда вот добавлю. Так вот, много цвета, много на кисточке, много цвета, поэтому вот тут еще на девчонку тоже. Вот, растягиваю. Я не боюсь, что гель-лак быстро высохнет, ну или там медленно высохнет. Вообще без разницы, и работаю совершенно спокойно. Почему? Потому что пока вы его не заполимеризуете, он у вас и не высохнет. Так, вот тут прям убираю с кисточки материал, потому что много очень. Вот буду растягивать. Видели? Один набор. Вот буквально там капелюшечку взяла. И вот растягиваю. Расход вообще минимальный. Ну вот просто куда еще меньше. Вот, растянула ушко. Очищаю кисть. И опять-таки снимаю. Но только тут аккуратненько нужно, чтобы не смазался стемпинг рисунок. Мы же кисть очищаем ну, при помощи обезжиривателя. Вот так вот. Практически сухая кисть. Просто собираю лишнее. Потому что изначально очень много было.
на кисточке. Так, вот так вот. Надеюсь, вам там видно. Так. Теперь мне нужен желтый. Я промыла кисть. Хорошенько салфетку просушила. И теперь набираю желтый у них тут тоже такой, знаете, как оранжевый больше. Но все равно отличается. Вот так вот волосы закрасили. Все. Теперь красным цветочки. Так вот. Тут вот я даже не промываю кисть, просто набираю следующий цвет так. Потому что на кисточке, в принципе, нет большого количества материала, и она легко очищается о салфетку. Так, вот такое у нее тут платьишко. Вот так. Теперь зеленым. Слой получается тонким. Что хорошо, то что эти дизайны, ну вот если вот раскрашивать именно этими материалами, то дизайн большого, ну какого-то прям объема не дает. Расход, ну вот именно если гель-лаков, тут прям минимальный расход. Сразу же можно вот так вот вводить, это же гелевый материал, сразу можно на типс вводить два цвета и смешивать их между собой. Прямо на типсе. Ждать ничего не надо, то есть пока один цвет высохнет, пока другой цвет высохнет. Ничего этого мы не ждем. Так, листочки закрасили. Остались крылышки. Ну, крылышки также сделаем сиреневым. Вот смотрите, вот практически нет материала на кисточке. Так вот выставила и тяну. И тяну. Вот, отлично тянется. Очень комфортно и быстро работать. Тут, например, вы решили там крылышко где-то сделать темнее, где-то светлее. Мы же только растянули цвет. Буквально вот прихватили фонариком. Достаточно этого. Да, тут пигмент хороший, все, но тут тонкий слой. Сам материал полупрозрачный. Вот вы же видите, он не закрашивает никакой рисунок. Вот, да, то есть стемпинг рисунок. И вот таким образом просто путем наложения цвета добавили какого-то объема. Ну, то есть затемнили что-то там где-то. Вот таким образом. Ну вот, собственно, так, одна девчонка готова. Так, для следующей у нас тут что? Давайте поправим ей немножко лицо, руки, ножки.
Так. Мы же тут ничего не полимеризовали, поэтому просто беру вот так вот сухой кисточкой, убираю, если вылезла куда-то не туда. Тут вот, кстати, ножки-то я не докрасила. Сейчас докрасим. Вот. И полимеризую. Ну, буквально прихватываю. Так, теперь у нас грибочки. Сейчас я выставлю вот этот цвет. И буду растягивать его. Вот так вот. Очень небольшой расход материала. Вот вы сами видите, буквально на кисточку набрала, по всем грибочкам распределила, капельки поставила. И вот теперь просто беру и каждый грибочек раскрашиваю. Можно сказать, вот растягиваю, вытягиваю цвет. По-другому никак не назвать. Вот так. Да, грибочки получились немножко какими-то такими сероватыми. Ну, мы вот тут вот уберем у них по центру. Так, и добавим прям поверх вот еще немножко желтого. И получится у нас такой серо-буро-малиновый цвет. Ну ничего, зато на контрасте будет похоже, что грибочки. Ну, не знаю, вот лично мне очень комфортно работать этим материалом при раскрашивании стемпинг рисунка. Также у меня вот на канале есть видео, где обзор вот именно, да, то есть я показывала, где, что этим материалом можно работать и в техниках акварельная роспись, ну, вот как акварельками. Единственная там разница только в том, что его нужно полимеризовать, а не ждать, пока оно высохнет на воздухе. Такие вот грибочки у нас получились. Прям шикарные. Вот теперь зеленым у нас тут кто? Кузнечик. Пускай у нас будет зеленым. Вот такой кузнечик. Так, волосы у девочки. Пускай будут желтые. Вот так. И вот тут. Тут у нее в волосах цветочки красненьким. Вот такие мелкие цветочки. Просто вот так вот акцентом поставлю. Хватит. Угу. Ну и вот сюда вот, наверное, мне чего-то такого зеленого не хватает. Вот. Между грибочками там. Так вот сделаем. Травишку. Так, платьице
Пускай будет голубое, тут уже не важно. Вот так же платьице сначала размазали цвет, распределили его. Да, теперь вот где надо, добавляем яркости. Где-то оставляем так. Рисунок очень... Даже вот грибочки, вот они смотрятся, знаете, такими, как, ну, как живыми, да, там. Живые грибочки. Вот сказала-то. Так. И крылышки. Ну, крылышки у нас у всех они, по-моему, сиреневые. Значит, и у нее пускай будут. Вообще вот этот вот сиреневый пигмент у всех акварельных капель, он прям такой ядреный. Прям вообще. Ну вот, пожалуйста, девчуля тоже получилось. Вот две девочки. И тут вот стоит отметить в плане фона, так как это гель-лак, да, ну то есть это акварельные гель-лаки, соответственно, мы можем смешивать цвета. Так, ну вот давайте тут мы сделаем сначала голубой. Ой, что-то на кисточку тут попало. Чуть-чуть тоже на кисточке было материала, но я просто его... Я не хочу как-то там это, хочу просто его растянуть. Чем больше я буду вот так вот растягивать, тем плавнее будет переход. Но это гелевый, потому что материал. Опять-таки, вот какой-то там сильной укрывистости, конечно же, мы тут не ждем, но вы вот сами видите, пожалуйста, по пигментации. Мало того, мы сюда же можем, вот сюда, например, да, добавить немножко сиреневого, фиолетового, вернее. И вот прям вот так вот смешать два цвета. Да, очень круто получается. Вообще вот это сочетание голубой и вот этот фиолетовый в этих акварельных красках, ну вообще прям шикардосное получается. Ну а здесь мы вот тут сделаем сиреневую такую растяжку. Можно прям к рисунку подойти как можно ближе. Ну, при вот фон. Я могу сейчас, вот знаете, не оставлять вот этот белый контур, а могу вот прям фон сделать прям под рисунок. Ну, тогда потеряется, ну, не так будет. Мы просто делаем, видите, яркий такой фон, поэтому потеряется рисунок. Вот видите, как легко, да? Градиент, раз, и ушло. Все, плавный переход. Все. Готово. Ну вот, такой вот фон. Ну а здесь давайте сделаем, что у нас, зеленый. Тут у нас будет зеленый, уходящий в желтый. Ну, тут нам просто травка нужна. Да, пускай будет так. Вот так. И еще такой момент. Да, мало того, что мы не ждем, я вот до сих пор, вот видите, что бы я ни делала, вот сколько я там чего не делаю, я до сих пор еще ничего не полимеризовала. Вы же видите, да, я ничего не полимеризовала.
И краска никуда не стекает, не затекает, то есть ничего с ней такого критичного, ничего не случается. И тут тоже растяну просто цвет. На кисточке там был зеленый, просто взяла еще голубой добавила, и вот такой цвет получился прям на кисточке. Ну, вполне устраивает. Вот так. Вот такая вот девчонка получилась. Ну давайте вот, наверное, вот тут вот все-таки фон будет уместно, да, полностью закрасить. Поэтому просто вот такими притаптывающими движениями беру и заполняю фон. На кисточке очень мало материала, поэтому я не боюсь там что-то замазать. Надо было, конечно, цвет заполимеризовать. Я имею в виду основного рисунка, да, то, что мы там раскрашивали. Ну, если немножко там где-то что-то смешается, тоже ничего страшного. Вот такой у нас интересный, видите, вот фон получился. Тут желтым смешался, тут зеленым. И в итоге красота. Да, потому что, ну, как я уже сказала, эти гель-лаки очень хорошо друг с другом смешиваются. Так. Ну и вот сюда вот чуть-чуть яркости мне не хватает зеленого. Вот так. У нас же рисунок, просто он был еще черным лаком отпечатан. Ну вот, собственно, вот, пожалуйста, видите, какая красота получается. И из-за того, что это гелевый материал, то есть мы просто заполимеризовали, мы ничего не ждем, просто заполимеризовали и все. При этом работать, как я уже сказала, можно хоть на матовой поверхности, хоть на глянцевой поверхности. То есть можно все перекрывать топом. Так как это гелевый материал, никакого конфликта не возникнет. В общем, вот видите, какие у нас там грибочки получились. Все прям, на мой взгляд, очень хорошо. Кстати, вот эти вот капельки я так и храню на палитре, просто убираю в темное место, подальше от ультрафиолетовых лучей, чтобы они не заполимеризовались. И они немного подсыхают, точно так же, как и обычные лаки, гель-лаки, да. Они, они не то что подсыхают, они становятся, ну, такими более густыми, скажем так, да, гуще становятся. Но от этого абсолютно никак это не мешает в работе, то есть кому-то даже, возможно, будет комфортнее работать с такой более густой консистенцией. Ну вот имейте в виду. Ну что ж, давайте подведем итог. Итак, акварельные краски очень хороши по пигментации. Тут вы контролируете, ну действительно можно контролировать яркость цвета. Мало того, ну как бы краски акварельные поддаются размыванию, и также можно и там прям вот таким вот плотным цветом выложить материал. Ну то есть довольно комфортно работать. Единственный, ну, на мой взгляд, такой вот минус это именно в том, что нужно ждать, пока краска хорошо высохнет, очень хорошо высохнет. И только после этого мы можем перекрывать дизайн. Но опять-таки я рекомендую сначала слоем базы, гель-базы, затем уже слоем топа. В противном случае могут быть сколы, ну то есть может слоями отходить этот материал. В общем, есть там определенные нюансы по перекрытию именно акварелек. Вот. А так для раскрашивания очень комфортно, очень удобно. Ну вот если для вас не сложно там вот водичкой размешивать, ну то есть вот этот процесс контролировать именно при помощи размывания водой, то
в принципе проблем не возникнет. По поводу акварельных капель. Этот материал все-таки для раскрашивания, ну, самый, скажем так, сложный, самый некомфортный. Тем не менее, также можно раскрашивать при желании. В принципе, все можно, да, сделать. Вот. Но чем некомфортен этот материал? Тем, что мы не совсем можем контролировать подачу цвета именно из-за того, что он очень быстро высыхает, размыванию особо он не поддается. Мало того, он еще так вот въедается, пигмент сильно в поверхность, поэтому удалить его также очень сложно. Ну, то есть вот размыть вот прям так, чтобы прям совсем убрать, сложно. Ну, в этом плане, видите, он не совсем удобен. Также акварельные капли нужно правильно перекрывать, потому что все-таки что там, что краски, что капли, это все-таки органика. Да, испаряется, тут спирт испаряется, тут вода испаряется, но тем не менее все-таки перекрывать я также рекомендую сначала слоем базы, затем слоем топа, уже тем топом, который вам нужен. Ну и у меня просто кисточка такая в акварельных каплях, но можно, конечно, и на палитре работать, размывать, но тем не менее все равно это самый такой трудоемкое такое раскрашивание получается. Акварельные гель-лаки, на мой взгляд, это самый комфортный для раскрашивания материал. Им можно и рисовать, и раскрашивать, можно использовать также их и в технике вот акварельной росписи, как также, вот точно так же, как мы работаем с акварельными красками. Поэтому универсальный, на мой взгляд, материал. Мало того, мы тут совсем не ждем, пока он высохнет как-то, мы просто его полимеризуем в лампе. И дальше, так как это гелевый материал, все-таки на гелевой основе, поэтому его после полимеризации можно перекрывать просто слоем топа. Никаких конфликтов материала не будет. Мало того, вот тут вы тоже видели то, что мы можем более или менее сделать плавный переход из одного цвета в другой. Да, я не говорю, что тут прям получается идеально, укрывистый, прям однотон, прям вот четкий, без проплешин и все такое прочее. Нет, но тем не менее переход более плавный, нежели с акварельными каплями и нежели с акварельными красками. По поводу покупать ли акварельные гель-лаки. Девочки, тут каждый сам для себя решает, нужен ему этот материал или нет. Если у вас есть акварельные краски, вы умеете ими работать, вам нравится ими работать, вы умеете их правильно закреплять, то есть ваши клиенты через неделю там, или через несколько дней не звонят к вам и не говорят, что ой, там у меня там что-то скололось, где-то что-то отслоилось, то если этих проблем нет, то вам в принципе акварельные гель-лаки, ну я думаю, что не нужны, да, спокойненько также раскрашиваете либо рисуете все акварельками. То есть вы умеете их закреплять, вы умеете ими работать, и вообще вопросов просто нет. Зачем вам, в принципе, тогда акварельные гель-лаки? Но если у вас нет акварельных красок, при этом у вас есть, например, акварельные капли, то вот тут вот стоит задуматься, на мой взгляд, и, может быть, подумать о том, чтобы приобрести именно акварельные гель-лаки. Это относительно новый продукт на рынке, поэтому не то чтобы, как сказать, не потому, что он вот новый, поэтому стоит подумать. Нет, просто потому, что им комфортно, удобно работать. И так как это новый материал, он уже, знаете, такой вот именно комфортный для работы, скажем так. Да, именно для ногтевиков. Я сейчас, наверное, немножко так вот обобщила, но вот именно для работы с клиентами
именно для работы в ногтевом сервисе, вот что-то рисовать на ногтях, что-то раскрашивать на ногтях, он более комфортный, нежели, ну вот как по мне, нежели даже вот акварельные краски простые. И ну, мало того, это гелевый материал, то есть тут вообще никаких конфликтов между материалами возникнуть не должно. Вот, и держится это все замечательно. Точно так же он полимеризуется в лампе, ну, то есть это гелевый материал, поэтому вы сами понимаете, что то есть он именно и предназначен для создания nail дизайнов, да, каких-то. То есть акварельными красками просто можно и на бумажке рисовать, да, там и все такое. Ну, то есть это уже в ногтевом сервисе, да, стали применять вот эту вот акварельную технику и все такое. Ну, по сути дела, акварельные краски – это не совсем, скажем так, материал для работы на ногтях. Да? Тут у нас мы используем только с акварельными красками, мы используем именно матовую поверхность, с акварельными каплями тоже желательно использовать именно матовую поверхность. А вот с акварельными гель-лаками тут неважно, матовая будет у вас поверхность, глянцевая, то есть работайте на любой, как говорится. Поэтому, если у вас нет акварельных красок, а только акварельные капли, то, возможно, да, и стоит задуматься по поводу приобретения именно акварельных гель-лаков. Вот. Ну, собственно, вот так вот. Если вы думаете, что акварельные гель-лаки – это одно и то же, что и как они, витражные гель-лаки, нет, это совсем другой продукт, абсолютно другой продукт. И по пигментации, и по нанесению абсолютно другое все. То есть тут это все очень тонким слоем, тут практически у дизайнов нет какого-то объема. Для того, чтобы получить вот такой вот яркий цвет при помощи витражных гель-лаков, это нужно будет прям вот навалить материала, так вот, что вот он будет прям вот буграми и все такое. Нет, это абсолютно другой материал, поэтому имейте это в виду. Так что каждый сам пусть для себя решает, нужен ему этот материал или нет. Я вот показала вам, как работать, чем отличается вот разница именно в работе. Вот как меня и попросили наглядно показать, да, вот как раскрашивать красками, каплями и гель-лаками. Вот показала, как есть. Видео получилось очень длинным. Надеюсь, кто-то досмотрит до конца. Девочки, я хочу поблагодарить всех за поддержку. Вот просто колоссальную с вашей стороны поддержку получаю, поэтому меня это вдохновляет на создание новых роликов. Я вам очень признательна. Низкий вам поклон от меня. Большое вам спасибо. Ну, а если это видео было вам хоть чем-то полезно, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Я также буду вам очень признательна. Ну и по традиции, как обычно, всем вам я желаю всего самого наилучшего. Пожалуйста, берегите себя, не болейте. До скорых встреч. Пока-пока.